Всем доброго дня, я Наташа Комиссарова, и добро пожаловать на мой канал. Я думала сделать видео о готовых работах, но готовых работ у меня не очень много. Я вам их сегодня покажу, их всего две. Остальные готовые работы я вам показывала в выпуске уже в январе за декабрь, поэтому решила сделать видео о том, что я сейчас делаю, а делаю я довольно много. Итак, давайте начнем сначала с готовых работ. И первая готовая работа – это вот такая шапочка. У меня неделю или две назад вышел мастер-класс на эту шапочку. Я делала попетельный мастер-класс. Попетельный вышел корявенько, сразу признаю, но это мой первый, так что уж извините, как получилось. Под конец уже набралась, можно сказать, опыта, было лучше, но вначале как-то мне не очень нравится, но буду учиться. Я не буду много рассказывать про эту шапочку. Эта шапочка связана на размер около 55-56. Это на ребенка 8 лет. Но голова в таком возрасте у ребенка уже, в принципе, похожа на такого же размера, как и у взрослого, поэтому для взрослого тоже такая шапка подойдет. Что я только хотела сказать. Сейчас вы перед собой видите шапку, которая уже ношеная. Так? И я хотела бы показать вам, насколько она растягивается. В том варианте, в чистом, как бы только постиранном, который я вам показываю в мастер-классе, ширина шапочки была 16, по-моему, или 17 сантиметров, я не помню точно. И можем сейчас посмотреть, какая ширина здесь. Давайте раскроем. Сейчас она почти 20, как вы видите. То есть шапочка очень сильно растягивается. В мастер-классе я даю 3 размера. То есть если вы хотите вязать на 54-56, 56 такой плотный, например, мужчины, знаю, любят такой плотные шапки носить по голове, это подойдет. Если вы хотите вязать на 56 плюс или 56 не очень плотный, чтобы не сильно прилегал, или, например, на 57, то берите, конечно же, больший размер. На детей размер поменьше. Если у нас здесь оно расходится, то давайте посмотрим, насколько она вниз как бы садится. 22 сантиметра, то есть, в принципе, высота осталась той же самой. Она расходится в ширину. Вязала я ее из пряжи Drops Merino Extra Fine. Это 100% меринос. 105 метров на 50 грамм. И красные у меня только полосочки связаны, а сам цвет у меня 27. Это вот такой вот синий. У меня ушло 103 грамма, то есть практически полностью 2 мотка синего цвета у меня ушло. Но я покупала 3 мотка, и поэтому, в принципе, такой у меня моток остался. И у меня остался еще один моток. Кстати, вязала я его на 2,5, эту шапочку. И второй моток я размотала вот так вот. И вяжу теперь снуд. Зачем я это разматываю? Я ее поделила напополам. Поделила напополам, потому что у меня есть, как бы у меня оставался этот моток, и у меня еще есть шарфик, связанный из Drops Baby Merino, который был очень теплый. То есть, несмотря на то, что ниточка была тоненькая, шарфик получился слишком теплый. И если бы я связала бы шапку снуд из вот такой вот толстой пряжи, но шапка не очень теплая. И к этой шапке теплый снуд вообще не подходит. Поэтому именно я решила сделать его тоненьким. Делать я буду точно так же, как и там, полосочки. Здесь у меня внизу я делаю такой как бы треугольничек, чтобы впереди все было закрыто, шея. Вязала вверх, у меня тут практически один моток, размотала на 2 части. И здесь я уже, не видно, наверное, но я здесь перешла уже на резинку. Где-то я ее начала уже здесь, наверное. Перехожу, в общем, на резинку только-только. И на верхней резинке я сделаю вот такие же точно полосочки этим красным цветом. Красный еще надо размотать. У меня практически он полный. Что из этого красного буду делать, честно говоря, я не знаю. Пусть пока лежит, буду еще думать. Вот такие у меня работы. Я не знаю, давайте, кстати, сразу померяем. Просто интересно, насколько он растянется, когда будет постиран и будет носиться. Сейчас он 18 сантиметров.
Посмотрим, как он постирается. Я его вяжу на 2,5. На спицах 2,5. В принципе, точно так же, как и шапочку. И резинку на 2. Вот такая у меня вторая работа. Кстати, если кто-то будет ее разматывать, эту пряжу, она очень капризная. Я 3 раза обрезала нитку, потому что она как бы пушится, раздваивается, как-то расслаивается, и трудно ее разматывать. Так что это уже так при необходимости совсем. Еще одна готовая работа. Это вот такой свитер. Я тут уберу, а то он не получится разложить. Вот такой свитер. Как видите, темный свитер, и к нему лезет вообще все абсолютно. Светлое, на нем все видно. Свитер связан на размер 134, тоже на ребенка, возрастом где-то 8 лет. Я его вязала из пряжи Drops Paris. Это был цвет 28. И у меня ушло, честно говоря, не померила, но здесь у меня 5 этикеток, то есть 5 мотков у меня на это ушло. И у меня еще остались вот такие вот остатки. Тут у меня 4 маленьких ниточки, а здесь те 3, из которых я вязала само тело. Всегда делаю теперь горловину таким способом. То есть просто закрываю так, как закрываются носки. Это метод с имитацией наборного края. Так. И потом просто вставляю ниточку спандекса. Вот она, кстати, даже видна здесь. Я ее не могу хорошо спрятать, потому что она постоянно вылазит. Вот. Но горловинка получается очень удобная, очень хорошо выглядит. И вот я начала делать все-таки тоненькие горловинки. И, как всегда, как и в предыдущий раз я вам говорила, я не останавливалась делать убавки вот на этих вот регланных линиях. Я чуть-чуть пошла дальше. Я делала их чуть-чуть больше, и так мне намного больше нравится, как она выглядит, потому что она не получается такой, знаете, более лодочка, она получается более округлой. Я вам, когда показывала это изделие, я думала, как вязать вот эти вот манжеты. То есть я опять же хотела красную полосочку здесь, но этот красный, это Drops Saffron. Мои остатки, она было бы некрасиво выглядела, она довольно тусклый здесь, поэтому решила добавить еще беленькую ниточку. По-моему, очень даже неплохо выглядит. Очень хорошо эти вот манжетики. Очень советую, мне эта пряжа очень нравится, как я уже говорила. Хорошо носится. Единственное, что, опять же, темный цвет и очень все к ней цепляется. Так, вот такая у меня вторая готовая работа. И я вам сейчас покажу следующие мои процессы. Кстати, тоже из хлопка, которую я поделила. И это моя работа вот такая. Я вяжу очередной свитер из хлопка. Эту ниточку я вам показывала, как я делю. Это Drops Loves You 8 на 8, то есть здесь 8 ниточек. Довольно толстая, это 5-й цвет. Где тут параметры? 85 метров на 50 грамм. Такая полоска у меня связана более темным цветом, но вы знаете, у меня вот этот вот моток лежит уже лет 5, наверное, поэтому я не помню, с чего это разматывала. Но, по-моему, судя по пряже, это тоже Drops Loves You 8, потому что я вязала из этого когда-то шапку. Вот, наверное, у меня остался этот моток размотанный, чтобы связать шапку. Здесь получается чуть-чуть толще ниточка, чем вот здесь вот при делении Парижа. В Париже у меня было 3, здесь у меня 4 ниточки. И поэтому вяжу я на 3 миллиметра спицах, а тот свитер я вязала на спицах 2 миллиметра. Я думала, честно говоря, сначала вязать каким-то узором. Я даже нашла узор, но подумала, что предыдущий свитер зеленый, который я вязала Яну, он проносил, наверное, месяца 3, потому что я ему связала его прошлой осенью, и сейчас он ему уже маленький. Поэтому второй свитер я связала на больший размер, и этот свитер я тоже вяжу на больший размер. И, честно говоря,
Если я начну сейчас вязать это узором, то я буду его дольше вязать, чем Ян его будет носить. Поэтому вяжу просто полосочками, тем более у меня есть много нитей, много пряжи, которая вот в кусочках, и надо как-то это использовать, как раз хорошо подходит по цвету. Я вам и сказала, да, цвет 5 этого я вам не скажу, цвет, а вот этот белый, у меня были остатки от тоже свитера в полосочку. Это Drops Loves You 7. 170 на 50 грамм. И, в принципе, это размер такой же, как если бы поделить эту пряжу 8 на 8 от Drops Loves You 8, потому что, смотрите, здесь 8 на 8 она, а здесь 8 на 4. То есть это, в принципе, одна и та же пряжа. Но у меня ее мало, я что-то вот не подумала об этом. Я не знаю, хватит ли мне этого на рукава. И буду, наверное, тогда подбирать что-то другое. У меня есть еще белая пряжа такая от Safran, остатки. У меня есть еще вот Париж, но это, видите, другой цвет, он такой более белый. И у меня еще есть, по-моему, Drops Loves You 8 тоже где-то белая. То есть, ну, что-то, я думаю, подберу. Если что, просто белый не буду включать в рукава. Потому что такого голубого у меня много, и полосочки я буду вязать только до подрезов. Остальное все будет и так голубым. Так что надеюсь, честно говоря, что мне этого хватит. Вот. Так что вот такой у меня процесс. Мне, честно говоря, кажется, что он чуть-чуть широковат, этот свитер, но он сядет, когда я его постираю первый раз. Так что, может, будет и нормально. Потому что у меня такое ощущение, что даже на меня этот свитер был бы уже неплохо. В смысле, по ширине. Вот. Но, говорю, он же усядется, и, ну, посмотрим. Перевязывать мне этого тоже не хочется, потому что бессмысленно. И жалко времени. Вот. Вот такие у меня процессы на этот момент. И у меня еще один есть процесс. Это уже для меня. У меня есть вот такой вот свитер. Да, тут у меня целая система размотки пряжи. Этот свитер будет для меня. Он кажется меньше, конечно же, чем тот, но он очень растягивается, потому что это шерсть, и он очень легенький. Это бобинная пряжа. Ой. Бобинная пряжа. Честно говоря, не знаю. Мне написано что-то Виктория, но я без понятия, что это 2 на 48. Если это кому-то что-то говорит. Серенькая пряжа, 100% меринос, очень мягенький, вяжу в 4 нити. И мне очень хотелось всегда вот такой вот классический узор на свитере. Мне кажется, что этот цвет для вот таких классических узоров подходят классические цвета. То есть серый, белый, бежевый. Ну, черный, но на черном особо этого видно не будет. Может быть вот такой вот темно-синий. Но вот серый, белый, бежевый, по-моему, это вообще вот идеально на такой узор. У меня как раз серый цвет был, и я решила связать этот узор, чтобы у меня тоже был такой свитер. Тут у меня полоска, косы 8 петель, полоски 6 петель, между ними одна изнаночная. Я вам потом расскажу, как я все это вязала, как у меня все получаться будет. И это тоже, наверное, буду вязать погоном, регланным погоном. Сейчас эта пряжа чуть-чуть такая вот, какая, ну, скукоживающаяся, но я вязала образец, и образец выглядит очень так достойно, поэтому мне это понравилось. Он чуть-чуть светлее, как видно. Пряжа очень разглажена, и мне, например, такой вот образец очень нравится. Так что надеюсь, что все получится, что все будет неплохо. Вот. Этот такой процесс надолго. Я его закончу, наверное, только к осени, потому что мне, в принципе, не к спеху. Это на лето мне не нужно никаких теплых свитеров. Так что такой долгоиграющий будет процесс. Буду вам показывать, как это все продвигается. Вот такие у меня процессы, такие у меня готовые работы. Буду вас держать в курсе по мере того, как это будет все продвигаться. И спасибо вам за внимание. До новых встреч!